Лето только начиналось, и жизнь в городе бурлила. В воздухе витали ароматы свежих цветов и звуки радостной музыки. Фонтаны искрились на солнце, а дорогие машины промчались по улицам, как бы подчеркивая атмосферу праздника. В этот яркий день миллиардер Виталий готовился к своей свадьбе с дочерью олигарха, прекрасной Марией. Он находился в роскошном номере отеля «Россия», готовясь к важнейшему событию своей жизни. Однако, несмотря на великолепие вокруг, в его глазах читалась усталость и смятение. Это была свадьба десятилетия, но в его душе было что-то иное. Прошло слишком много времени, но Виталий все еще не мог забыть Надю, с которой делил свои мечты и амбиции в те далекие студенческие годы. Она всегда верила в него, даже когда никто другой не верил, вдохновляя своими простыми, но искренними словами. Их любовь была настоящей и искренней. Но поднявшись на вершину карьеры, Виталий, охваченный успехом, начал терять Надю. Под давлением статуса и общественных ожиданий их отношения начали трещать по швам, словно стеклянный сосуд. В конце концов, она оставила ему записку. «Ты строишь мир без меня, а я не умею жить в твоей тени». Эти слова до сих пор резали ему душу, а теперь, перед стартом новой жизни, он не знал, как справиться с этой болью. Свадьба планировалась до мельчайших деталей. Оркестр, золотые ведущие, будье, меню из 10 блюд и список приглашенных, состоявший из самых влиятельных людей города. Каждая деталь была учтена в этом великолепном спектакле, который должен был стать венцом его карьеры и личной жизни. Но среди всех имен Виталий откуда-то добавил имя Надежда. Это казалось странным даже ему самому, словно в сердце ощущалась необходимость увидеть ее в этот важный день. Подсознательно он понимал, что не может отпустить прошлое, несмотря на новое начало. Когда в зал вошла Надя, время словно остановилось. Она двигалась медленно и грациозно, мгновенно привлекая внимание всех гостей. Каждый взгляд, каждая оценка — все потеряло смысл. Виталий же увидел только ее, и все остальное, включая шум свадьбы, растворилось в тишине. Их взгляды встретились, и в ее глазах он не заметил укоров или боли. Только спокойствие, которое она излучала, накрывало его как теплый плед в холодную зимнюю ночь. Мария, заметив, что рука Виталия дрожит, спрашивала, что его беспокоит. Он не ответил. Казалось, время замедлилось, а оркестр заполнил слушателей невидимой тоской. Все, что было вокруг, расплывалось, и Виталий почувствовал, как его жизнь — это всего лишь фасад, за которым скрывалась пустота. Его сердце сжималось, когда он осознавал, что именно Надя была той единственной, по которой он всегда тосковал. Надя оставалась спокойной и собранной среди всех этих сверкающих радостей, а ее присутствие незаметно влияло на атмосферу свадьбы. Гостей охватывал шепот. Они одновременно любили и ненавидели ее за то, что она оказалась здесь, в этот единственный день, когда Виталий объявлял о своих намерениях. Даже Мария чувствовала, как внутри нее что-то сжимается от взгляда на эту загадочную девушку. Церемония подтянула его к реальности, но Виталий все равно не мог оторвать взгляд от Нади. Когда священник произнес слова, полные символизма и надежды, он понимал, что для него это совсем не имеет значения. Она стояла как призрак из его прошлой жизни, живой, дышащий, вызывающий миллионы воспоминаний. Жизнь казалась ему черно-белой, когда рядом была Надя, и он все меньше мог представить себя рядом с Марией. На банкете Мария, заметив странное бесстрастие Виталия, вдруг почувствовала, что нечто пошло не так. Его глаза были как стеклянные, не способные выразить ни эмоции, ни радость. Он блуждал по залу, пока не заметил Надю у окна, купающуюся в мягком свете заходящего солнца.
Не раздумывая, он подошел к ней, не понимая, что именно собирается сказать. «Прошлое нужно увидеть лицом к лицу», — сказала Надя, ее голос звучал как успокаивающая музыка. Она заметила, как Виталий стал большой фигурой, пусть это казалось успехом, но он позабыл о том тепле внутри себя. Подняв бокал за счастье Виталия, она выбралась из ловушки прошлого и оставила его с тяжелыми мыслями, дав ему понять, что жизнь обязательно продолжится. Виталий, обманувшись воспоминаниями, увидел свою старую квартиру, где они мечтали о будущем вместе с Надей. Осознание, что он не построил ничего настоящего, вызвало в нем бурю противоречивых чувств. Мария, заметив его состояние, с недоумением фыркнула, спрашивая, что с ним происходило. В этот момент разочарование и злость друг на друга просто росли, падали тени между ними. Фотографии с церемонии мгновенно разлетелись по СМИ, заполнив все заголовки газет. Мария не могла скрыть свое возмущение, злиться из-за повышенного внимания к Наде. Виталий, поглощенный своими раздумьями о прошедших днях, начал совершать ошибки в бизнесе. Его мысли были там, где была Надя, в воспоминаниях о потерянной любви. Однажды, просматривая старые бумаги, Виталий наткнулся на проект «Дома мечты», который подписала Надя. Это был оригинальный проект, полный эмоций и вдохновения. Вопрос, что то могло быть, вновь овладел им, но все еще не давал покоя. Затем он увидел новость о том, что был открыт благотворительный фонд в ее честь. В фонде надежды. Это было как удар молнии. Ее жизнь продолжалась, и он снова задумался о своей судьбе. Когда Виталий пришел в фонд, он увидел Надю, помогавшую детям. Она была в своей стихии. Улыбка, искренность, забота о других. Ты ищешь себя. «Меня титё тако», — заметила она, глядя ему в глаза. «Это не «Здравствуй, Виталий». Это встреча двух миров, прежнего и настоящего». Он, наконец, понял, что нужно строить смысл, а не просто стены, лишь бы скрывать чувства. Это осознание изменило его. Виталий принял решение временно приостановить деятельность своей компании. Он уехал в маленький городок, где когда-то мечтал о совместном будущем с Надей. Там, среди старых знакомых, он начал новую жизнь. Жизнь, свободную от суеты, где можно было вспомнить, что значит жить. Теперь, когда Виталий возвращался к истокам, он прислушивался к тишине. Работая в приюте, помогая строителям, он снова взял в руки кисть и начал рисовать. Впервые за много лет он жил без лишнего блеска и суеты. Его сердце вновь наполнилось простым счастьем. Он начал с личных проектов, которые постепенно обросли новыми идеями. Архитектура стала для него истинным выражением души, а не просто формой. В процессе этого творчества он нарисовал дом надежды, осознавая, что надежда должна быть домом для всех, заблудившихся во тьме жизни. Виталий решился продать часть своей корпорации и использовать средства для строительства центра помощи людям, потерявшим дом, смысл и надежду. Проект был необычным, без вычурности и мрамора, но с душой. Внутри центра находились комнаты для временного проживания, мастерские, библиотека и даже сад, место, где можно было найти умиротворение и вдохновение. На открытии центра собралось множество людей: местные жители, представители власти, журналисты и давние знакомые Виталия. Он произнес вдохновляющую речь, подчеркивая важность фундамента под стенами, а не высоты зданий. Он назвал дом «Дом надежды», вспоминая Надю, женщину, которая заставила его научиться строить сердцем. После церемонии, когда толпа разошлась, Виталий остался с Надей в тишине сада. Она спросила, действительно ли он построил центр, и он с искренностью ответил, что да. Он поведал ей о своих изменениях, о том, как ему удалось вернуться к себе и вновь найти смысл в жизни. Надя предложила Виталию строить не просто дома, а целую жизнь. Он, понимая, что этот шаг важен для него,
Согласился, при этом глубоко переживая, что она будет рядом. В парке дыхание новой жизни наполняло их сердца, и они чувствовали, что это начало нового пути. Виталий понял, что любовь важнее миллионов и титулов, которые он когда-то так стремился заполучить. Его «Дом надежды», названный в честь Надежды, светился теплом, добротой и новой жизнью. Он осознал, что ни один успех не стоит тех глубинных связей и эмоций, которые он испытал в своем сердце. Это была не просто свадьба, это был путь к себе, к своим истинным желаниям и мечтам. Виталий снова стал видеть свет в жизни. Он понимал, что прошлое не нужно забывать. Оно просто должно остаться там, где было, как важный урок для будущего. Каждая встреча с Надей напоминала ему, что главное — это не достижение, а отношения, которые мы строим с окружающими. Любовь, вера, надежда — вот что действительно имеет значение. Шли месяцы. Центр, который он построил, стал известен как благотворительная организация, помогающая людям в трудной ситуации. Виталий вместе с Надей помогали детям, организовывали мастер-классы и творческие занятия. Каждый день он чувствовал, что делает что-то важное. Теперь он хотел создать еще больше проектов, которые могли бы объединить людей, восстановить их связи и подарить надежду тем, кто потерял ее. Сатирический и абсурдный мир бизнеса, в который он попал, остался позади. Теперь он знал, нужно помогать строить жизни, а не просто здания. Путь Виталия и Нади не был простым, но они знали, что вместе смогут преодолеть все преграды. Их жизнь только начиналась, и они были готовы к новому этапу, к жизни, полной надежды, любви и взаимопонимания.